Тем временем цветочки подрастают на клумбе. Пару дней назад я здесь снимала, они еще были совсем маленькие-маленькие. А теперь уже прям подросли. Скоро тюльпаны заколосятся. Всем привет! Вы на канале Дубль 2. Я Галина. Напоминаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте и задавайте свои вопросы. Сегодня мы с сыном идем еще для решения одной проблемы, в общем, одного дела, скажем так. Я зарегистрирована на сайте, где можно продавать картины. Называется он eBay. И для этого мне нужно при покупке картины за границу, мне нужно будет, чтобы ее отправить, разрешение получить для отправки. В общем-то, система такая же, как и в России. Когда вы отправляете из России картину, то нужно обязательно приложить разрешение на ее отправку. Также и здесь такая же система. И сейчас я иду как раз в компанию, которая занимается, выдает эти решения. Иду пока узнать условия и сколько будет стоить. Идем? В какую нам сторону? В сторону университета. Все потеплело, прям вообще красота. И людей вот сразу заметно, как только становится теплее, весь центр в людях. Вне зависимости от того, рабочий это день или выходной, все равно очень-очень много людей. Sobrando che è quei tagli suoi. Esatto, c'è un stoi che può stoi Это университет, ниша. Сейчас приближу, там видно надпись. Такая у нас уже красота в начале марта.
Это университет Ниша. Еще раз. Мы сходили в университет Ниш. Оказывается, в нем же находится эта компания, которую мы искали, которая дает разрешение на вывоз картин. Но оказалось, что они занимаются картинами только те, которые вывозят на выставки, те картины, которые продаются, которые не являются культурной ценностью. Получать разрешение нужно не здесь, мы выяснили, а в Белграде. Но лично туда ездить не нужно. Все делается по почте. Отправляешь заявочку, скидываешь фотографию, оплачиваешь и получаешь также по почте разрешение. В общем, еще все проще. Так, теперь у нас, чтобы не закрывалась дверь, подкладывают камушек, потому что дверь у нас защелкивается и открывается через домофон. Но в подъезде уже, наверное, дня 4 нет света. По той простой причине, что не был подписан договор, продление договора на обслуживание подъезда на электричество, в общем, в электродистрибуции. То есть, соответственно, не работает лифт, здесь полностью темно, на всех пролетах подъездных. В квартирах свет есть, а в подъезде нет, и не работает дверь. То есть, если она защелкнется, ее уже не откроешь. Вот. Хочется спросить, в чьи обязанности входит то, чтобы не сложилась такая ситуация, что просрочен оказался договор. В общем, в Сербии этим занимается домоуправник. На него возложена эта обязанность. Он должен следить, чтобы вовремя были подписаны договора. Каждая квартира платит ему за это деньги. Каждый месяц мы платим по 500 динар с каждой квартиры. Но у нас замена произошла одного управника на другого, так как предыдущий управник у нас вообще ничего не делал. А новый управник пришел, сразу начал делать много всего. И с камерами стал решать вопрос по установке камер, и по уборке, и благоустройству, и по вывозу мусора своевременно. В общем, вроде бы стал все делать. Но неожиданно выяснилось, о чем он просто не знал, так как он у нас новый домоуправник, не успел еще посмотреть все договора, что договор у нас просрочился, а бывший домоуправник не поставил в известность. Вот, поэтому теперь у нас нет в подъезде света. Ждем, когда все это разрешится. В общем, вообще в Сербии это, получается, необходимый человек. Он есть здесь в каждом доме. Например, в России, когда мы жили, я не знаю, может быть, у кого-то были домоуправники. У нас было 2 квартиры, одна у сына, вторая у меня. Они находились в одном городе, но в разных районах. И ни там у нас не было домоуправника. То есть это не совсем старший, ну, может быть, и старший по дому можно назвать. В общем, здесь это называется домоуправник, который следит за вот такими вот вопросами всеми. Решает их, ему платят зарплату. Вот, поэтому здесь он просто необходим, потому что никто, кроме него, не знал, когда у нас заканчиваются договора на обслуживание и так далее. Но один домоуправник поступил так, что просто развернулся и ушел, не стал передавать дела. А второй просто еще не знал об этом. Теперь вот без света подъезд. Кто-то из подписчиков меня спрашивал насчет солнечных батарей в Сербии, используются или нет. Вот, например, прям рядом с нашим домом
дом. И вот через один, еще не знаю, сейчас видно, но я вижу, что там тоже стоит установлена батарея. Вот, и это не все как бы, есть еще другие дома, просто то, что мне по дороге попалось. Так что да, есть, используют. Вот еще одна рядом дом. Снова идем по типичной улице Сербии. Все тротуары заставлены машинами. Нам приходится идти по проезжей части. Мы сейчас проходим мимо школы и увидели интересную вещь такую, хочу снять, показать. Вот здесь на территории школы во дворе есть как бы специальное место такое, где есть знаки дорожные, как это называется, разметки нанесены на дорожке. В общем, мы так поняли, что это детей, школьников учат дорожным как бы правилам дорожному движению. Светофор висит. Светофор висит. О, да, причем настоящий, прям супер. Здорово. В общем, в Сербии, наверное, дети уже умеют водить, только не имеют прав еще, возможности водить. А так они уже умеют, судя по тому, как их готовят. Но вообще, в принципе, в Сербии практически все умеют водить, потому что машин очень-очень много, несмотря на то, что дорого стоит бензин. Да, вот светофоры. Классно. Прям все по-серьезному. Такие сосны хорошие, взрослые. Здесь такой тенечек летом всегда. Мы приходили сюда. Летом здесь всегда тени, приятно посидеть. Вот так, все серьезно. Двор очень приятный у школы. Вот тебе кольцо, смотри. Движение по кольцу. Ну, сама школа, конечно, старенькая. Небольшая, старенькая. Вот такая двухэтажная. Надо, правда, продумали. Вот там вот тупик, видишь, Ага. кончается ничем, знак соответствующий. Угу, да, даже то есть сделана дорога так, что там действительно тупик. И знак тупика стоит. Зона школы. Вот видишь, знак тоже висит. Пешеходный переход, светофоры. Ну, супер, молодцы, конечно. Просто класс. Мы подошли к такому красивому месту, такой вид красивый. Там вдалеке футбольное поле, и здесь тоже, только там маленькая от школы, я так понимаю, для детей, а здесь взрослая, для команд. Взрослых команд. Вот. Там проходит река перед домами. В общем, живописненько. А вот там красивые горы, но сегодня их очень плохо видно. Неясный день. Вот. На улице тепло, красота. Пойдем дальше гулять. Ну и как всегда, к сожалению, мусор. Вот внизу валяется мусор. Что очень жаль.
Такие красивые виды. Не могу пройти мимо. Цветущее дерево, хвойники. Вот один хвойничек, правда, засох с шишками наверху. Такая беседка, посидеть, отдохнуть. И вот что-то цветет уже. Очень-очень красиво. Камыши. Начало марта, вот что-то цветет. Не знаю, что это за дерево, но выглядит очень красиво. Ух ты, там такая птица. Никита, иди посмотри, сынок. Спустись, там фазан гуляет. Он, конечно, не даст его снять. Вот сейчас пока сниму, как цветет. Ну, ты можешь себе представить, он, походу, уже ушел. Все, вот там вот внизу был только что. Я его прям увидела. Думала, он что побоит, а он уже куда-то утек. Вот здесь вот стоял. Фазан. Не видно тебе, нет его больше? А вон он, за кустами. Но он прячется уже, все. Я его вижу. Иди сюда, хотя бы посмотришь издалека. Иди на мое место, встань, ты его увидишь. Видишь, видишь? Ага, двигается потихонечку. Совсем спрятался за кусты, не видно, что-то там клюет он. Ладно, пойдем, не хочет он показываться. Спрятался. А может, сейчас и выйдет. Ну-ка, иди, птичка, сюда. Ну вот он появился, чуть-чуть видно его. Видишь, какой красивый. Видно тебя? Длинный хвост, у него перья такие. Ну, чуть-чуть, прям он прошел капельку, попал в кадр и все. Спрятался опять. Здесь очень густая заросль такая из деревьев, из кустов. Ладно, пусть гуляет, все. Вот он идет, еще его видно чуть-чуть. Вот что-то красиво цветет. Я не знаю. Не знаю, что это за дерево. Куст? Здесь есть такое растение, но это, скорее всего, не растет. Это его кто-то выкорчевал где-то и кинул сюда как мусор. Я так думаю. Вряд ли он бы стал расти на этом месте. Он выглядит плохо, видишь? Вообще такие растения здесь есть. Их обычно сажают где-то в саду, там у себя для украшения. Ладно, пойдем дальше. Еще это качели патриотичные. Патриотичные? Почему они патриотичные? А, да? Я даже не обратила внимания. Аккуратно здесь на дереве колючки. Вот эти вот туда-сюда. Ну, качели, все равно качели.
Ну да. Патриотичные качели. Ладно, все, пойдем. Вот так вот фазанчик там спрятался в дебрях. Вот такой вот зеленый бордюр. Идем, и такой запах сильный от него, ароматный. Прям как жасмин. Но я не знаю, что это. Пахнет очень сильно. Похоже, запах на жасмин. И красиво, и ароматно. Мы снова идем по очередному мосту через Нишаву на ту сторону. Уточки греются. А вон я на земле. Отражение мое. Водичка прозрачная сегодня. Дно видно. Всем привет! Дубль 2. Всем привет моим подписчикам. Мы пошли дальше. Мы снова в торговом центре Дельта. А это реклама фильма. Вторая часть вышла. Выйдет.
Зашли еще в Lidl в центре. Всем привет! Вы на канале Дубль 2. Меня зовут Галина. Для тех, кто недавно подписался на мой канал, либо для тех, кто смотрит не с самого начала, расскажу вкратце, что я переехала вместе со своей семьей, со своим сыном и со своим котом, с маленькой семьей. Переехала из России в Сербию. И вот уже 7 месяцев мы живем в Сербии, в городе Ниш. Получили здесь ВНЖ, купили, вернее, сначала квартиру и по покупке недвижимости получили здесь ВНЖ. Изучаем сербский язык, помимо всего прочего адаптируемся, как-то вливаемся в общую жизнь, получили медицинскую страховку, оформили, также поменяли права свои российские на сербские. В общем, все, что необходимо после переезда из России в Сербию, мы здесь сделали, и по каждому этому действию я сняла отдельные ролики. То есть, если вы пролистаете на моем канале видео, вы найдете практически всю информацию по переезду из России в Сербию. Как это происходило у нас, как мы искали квартиру, как мы ее оформляли. Квартиру мы купили в новостройке, и в связи с этим тоже у меня есть много видео на моем канале. В общем, если вы полистаете, то всю информацию, все, что проходили мы, вы найдете. Помимо прочего, мы привезли сюда кота, то есть информация о том, что необходимо было для того, чтобы перевести животное, сюда есть. И сына после переезда мы сняли с учета с воинского в России. Такой ролик тоже есть. Он так и называется, как сняться с учета после переезда из России в Сербию. Вот, поэтому я на своем канале рассказываю о том, как все это делали мы, делюсь своим собственным опытом, просто показываю, как теперь живем мы в Сербии, практически нашу обыденную жизнь. Я художник, я рисую, продолжаю рисовать и понемногу продаю свои работы и пытаюсь сделать все, чтобы можно было их продавать больше. То есть узнаю, какие вообще возможности есть, где. Вот недавно мы ходили в туристический центр и пытались узнать, возможно ли приобрести как-то в аренду или вообще просто я знаю, что получали здесь домики такие, называется деревянная кучица. То есть это маленький, небольшой такой, не сказать, что прям маленький, но небольшой деревянный домик, где можно разместить свои работы. Этот домик ставится где-то в центре города, и можешь продавать, вечером его закрыть, снова утром приехать, открыть. То есть не нужно свои работы возить туда-сюда, что очень удобно. Но на данный момент такого домика, сказали, нет. И нам посоветовали написать по электронной почте заявку им в компанию и плюс еще градоначальнику о том, что с просьбой предоставить такой домик, потому что я художник, у меня много работ, в общем, мне такой домик необходим. Мы написали такое письмо, составили, теперь ждем ответа. Может быть, чего-то дождемся. Очень рассчитываю, что нас услышат и помогут приобрести, потому что это оказалось большая проблема. У меня очень много работ, и мне их очень неудобно возить. У меня есть разрешение на торговлю на улице в центре города, но привозить их и увозить это очень неудобно, потому что, что такое картины, они же хрупкие. Потом у нас нет своей машины, это достаточно неудобно. Вот, в общем, пытаемся как-то пристроиться. У сына очень интересная профессия, он специалист по биомедицинским технологиям, он закончил институт в Москве, Бауманку, и сейчас подыскивает себе работу здесь тоже по профессии. Начали по профессии искать. Очень хотелось бы именно по профессии. Но, конечно же, если долгое время не будет получаться, то будем рассматривать другие варианты.
Что хочу сказать, что мы выяснили, что оказывается, несмотря на то, что город Ниш не такой уж большой, но в нем есть несколько компаний, которые занимаются именно биомедицинскими технологиями, разработкой, конструированием и разработкой, внедрением. То есть это именно специальность моего сына. Например, в Белграде мы выяснили, что нет ни одной компании, которая занимается разработкой, а есть только торговые, те, кто торгуют медицинским оборудованием. Вот. Так что надеемся, что, возможно, и в Нише сын сможет по своей специальности найти работу. Вот. В общем, хочу напомнить, что мне помог найти нашу квартиру риэлтор русскоговорящий, который тоже в свое время давно переехал из России в Сербию жить. Сейчас он также продолжает здесь жить и также занимается вопросами и открывает ИП, и закрывает, и какие-то проблемы, в общем, через адвоката решает, в общем, и подбирает недвижимость. В общем, он может много чем помочь. Мы с ним периодически снимаем совместные ролики. Он отвечает на ваши вопросы, которые вы мне пишете и задаете на моем канале. Мы с ним скоро, примерно через неделю, будем снова встречаться, чтобы записать очередной ролик. Таких у нас уже 2 ролика существуют на моем канале. Вы можете их также пролистать, посмотреть. Много информации интересной он уже рассказывал. Через неделю, еще раз повторюсь, мы будем с ним записывать следующий ролик. И вы можете в течение этой недели еще скинуть мне вопросы свои, и я ему их озвучу, он даст ответы на них. Если, конечно, он будет, как сказать, в его силах будет ответить на эти вопросы. Но, в общем-то, пока он всем ответы дал, я думаю, что все, как сказать, удовлетворены были ответами, потому что он действительно профессионал, он уже не 1 год работает в этой сфере. Но, в отличие от него, я напомню, так как мне иногда люди пишут, что я там продаю там недвижимость, еще что-то, хочу напомнить, я не занимаюсь недвижимостью совсем. То есть мне, я могу поделиться только собственным опытом на своем канале, то, как переезжали мы, то, как мы подбирали недвижимость, только своим опытом, больше ничем, к сожалению. Я не знаю, сколько стоят квартиры, я не занимаюсь подборкой и так далее, только мой опыт. Все вопросы, которые касаются недвижимости другой, вы можете задать через мой канал, написав их мне, а я передам Алексею. Вот. В общем, такой информацией я хотела с вами поделиться. Напоминаю, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал, потому что такие уж условия Ютуба, что люди, подписанные на канал, дают возможность развиваться этому каналу, а не только когда его просто смотрят. Ставьте лайки, это также помогает продвигать мои видео и работу моего канала. Я стараюсь для вас, делюсь собственным опытом, и, пожалуйста, чуть-чуть постарайтесь для меня, это же несложно подписаться и поставить лайк. Так что жду от вас ваши вопросы. Мы сегодня гуляем весь день. Может быть, еще сегодня доедем до одного райончика, посмотрим, я тогда сниму. Но уже вообще-то вечереет, и, возможно, мы уже не доберемся. Тогда уж в следующий раз. Всем пока, спасибо за внимание. Пишите ваши вопросы. Какая красотка нам встретилась. Огромная. Киса, ты какая большая. Ладно, пойду, не буду ее пугать.